Здравствуйте, дорогие мои подписчики! У меня наконец появилось пару свободных дней, и я наконец снимаю мастер-класс для вас. Все лето я упорно трудилась, лепила, училась у природы, и кто подписан на мои странички в социальных сетях, внимательно следили за моим творчеством и видели работы, которые я старалась фотографировать вместе с живой натурой. Сегодня покажу вам универсальный способ, как я научилась делать быстро и без специальных инструментов вот такие вот зубчики у листвы. Таким образом можно делать большое количество разной листвы, гортензии. Вот видите, крупненькие такие. Розы, в зависимости от формы и размера. Мелкие, крупные. Даже таким способом я делала смородину, шиповник. В общем, любую листву, где есть зубчики. С небольшой разницей в доработке и цвете. Для этого нам понадобится, конечно, файлик, любая форма. Я уже вырезала. Обязательно с ножкой. Покажу еще, как я ввожу проволочку незаметно и тонко получается. Видите? Конечно же, лезвие. Желательно вот с таким тупым концом. Проволочка 0,2 или 0,3. Специальную я не использую. Это для бисероплетения. В данном случае 0,2. Холодный фарфор. У меня уже совсем немножко его осталось, так как я сделала большое количество листвы. И решила вам показать, как я это леплю. В него я добавила совсем маленькое количество зефирной глины, немного травяной зеленой и капельку желтого. Итак. Раскатываем глину. У меня пластмашина стоит на шестерке. И вырезаем нашу форму. Я вам покажу на нескольких размерах. Для такого способа необходимо, чтобы глина была свежая, мягкая. Если она будет сухая, такой эффект может не получиться. Он просто будет тянуться, и зубчики не получатся. Вырезаем на расстоянии. Сейчас поймете почему. Так как я сделала уже очень большое количество таких листиков, у меня болит палец. Я воспользуюсь вот этой палочкой. Растираем край. Глина должна быть свежая, поэтому не торопимся открывать сразу все. Открываем первый листик. И смотрите, вот этим вот самым носиком мы начинаем как будто бы отрезать самый край. Чем глубже вы вводите носик, тем крупнее получается зубчик. Чем тоньше, меньше, буквально в миллиметр, полмиллиметра, тем он меньше. И получается, как будто бы отшкрябываем. Вот прям шкребок, слышите, такой?
Практически у всех листиков. Так, следующий. На носике немного покрупнее зубчики. От середины они уменьшаются и практически вот тут вот всегда заканчиваются. С первого раза, возможно, не получится или будет очень крупно. Но когда сделаете штук 20-30, с каждым разом все будет лучше и лучше получаться. Меньше, тоньше, изящней и аккуратней. И без всякого вырезания ножницами, что очень экономит время. Видите, я держу практически под небольшим углом. Снимаем. И так как глина свежая, конечно, ей необходимо немного обветриться, подсохнуть. Поэтому пока подсыхает у меня первая партия, я раскатываю следующую. Пусть будет большой. Специально даю без размеров, потому что это будет зависеть от того, какую листву вы задумаете делать. Но лучше, конечно, пробовать на крупных листьях. Вот, гортензия, чтобы получились крупные зубчики. Опять же расплющиваем, и можно вернуться к нашим листикам. Проволоку я отрезаю сразу длинную, из нее в дальнейшем формирую ствол, чтобы не было лишних вставлений проволоки. И сейчас необходимо ввести, желательно ровно по середине листика. У меня получается это ввести практически до середины. Обязательно сплющиваем место введения. Делаем маленький защип. Держим проволоку и прокручиваем ствол. Первый листик. Желательно, конечно, лучше брать 0,3, потому что 0,2 проволочка, ну, очень мягкая. Ввели, обязательно прищипнули, сплющили ствол и прокручиваем. До такого состояния, как вам хочется толщины. Хотите потолще ствол, ну, значит, сильно не раскатываем. За время, пока мы вставляем проволоку, они дополнительно подсыхают, листики. И можно будет сейчас сразу сделать отпечатки.
Еще у меня многие спрашивают, вылетает ли проволока без оплетки. Вот в данном случае, на этом этапе, нет, не вылетает. Иногда бывает, что вылетает в процессе сборки самой веточки. Поэтому, когда собирать будем, очень аккуратно, мягко, без резких движений. И для этого обязательно место введения прижимаем. Поэтому при работе с такой проволокой без оплетки необходимо аккуратно работать, чтобы не вылетело. Так, у меня это лист гортензии, отпечаток мой любимый. Выкладываем строго посередине, соединяя носик и ствол по центральной прожилке и делаем отпечаток. За счет того, что мы хорошенько продавливаем, наши зубчики дополнительно расплющиваются и станут более мелкие. Видите? Теперь делаем такое движение у основания, слегка защипнули и еще раз прокрутили ствол, так как он у нас тоже расплющился. Нам это не нужно. При необходимости можно загнуть края и продолжаем. Следующий листик. И подкрутили. Где-то вперед, где-то назад. Так, сейчас я покажу, чтобы видно было хорошо, какие получаются зубчики. Вот посмотрите, место введения проволоки не видно абсолютно, но при этом они очень хорошо держатся. Даже если где-то она будет видна, случайно съехали, да, не по центру ввели, это ничего страшного, после тонировки она будет незаметна. Так, вот на темном фоне очень хорошо видны получившиеся зубчики. Мне кажется, с помощью ножниц такое не повторить. Ну и, конечно, оставляем сохнуть. В следующем видео я покажу, как я тонирую и что это будет за листва. То есть над каким проектом я сейчас работаю. Для этого мне необходимо вот такое количество листьев. Я уже слепила. Проект будет грандиозный.